Какие у тебя красивые булочки, Марин. Давно мне так никто не говорил. Приятно. Ну я про эти. Я пока все это месила, все силы отдала в эти булки. Я не смогу кусать. Ничего нового американцы не изобрели. Говори прямо, поддержу или поддерживаю. Вкусный бургер 100% придумал армянин. Все сделано своими руками практически. Ох, Женька, чувствую, кто-то сегодня будет голодный. Булочками своими не угостишь? Всем привет! Это Юдей, это Марина, и раз я в фартушке красивом, значит сегодня будем что-то готовить. Это передача «По сути вкусно». Сегодня мы будем готовить блюдо, к которому очень мало равнодушных людей, практически все это блюдо обожают. Это что? Водка. Жень, что тебя все время клонит в одну и ту же сторону? Не меня клонит, людей клонит. Очень многие подписчики нам давно советовали приготовить бургер, сравнить разные доставки, но недавно одна зрительница, Анастасия, прислала нам рецепт. Говорит, очень классный рецепт, вся ее семья готовит по этому рецепту. Мы подумали, почему бы и нет, бургеры мы очень любим. Поэтому сегодня будем проверять рецепт Анастасии, а точнее того блогера, который снял этот рецепт аж 9 лет назад. И еще, тоже совсем недавно, одна зрительница под постом про майонез написала нам, что шеф Вивьен, по которому мы готовили майонез, готовит очень крутые булки всего лишь за 15 минут. Мы решили, надо совместить. Не знаю, как ты это будешь монтировать, конечно, но рецепта будет два. По одному мы готовим булки, а по второму мы собираем бургер. Давайте покажу, что у меня есть для бургера. Сыр, кунжут, дрожжи, майонез, салат айсберг, сливочное масло, мука, яйца, соль, котлеты для бургеров, горчица, молоко, еще котлеты, кетчуп, помидоры, красный лук и маринованные огурчики. Я пока перечисляла, уже устала. Ах ты бедная, иди пожалею. Так жалеешь как-то неискренне. По-советски. Типа, когда в лоб поцеловали, иди сюда, дочь, иди гуляй. Ладно, ну ты один человек, у тебя такой был в жизни. Я считаю, что самое главное в бургере – это булка и мясо. Если с котлетами, в принципе, все ясно, я знаю, где найти хорошие котлеты, сейчас вам покажу. Вот такие котлетки я покупаю в фирменном магазине Мидхаус. Мы обычно заезжаем туда, чтобы купить что-то домой, разный там шашлычок, там есть всякие стейки, свежее мясо. Для холодца я там покупаю всякие ножки. Но я просто очень люблю это. Сейчас люди скажут, фу. Но я люблю говяжий язык. И там он всегда есть. Так вот, если у меня есть возможность купить вот такие вот котлетки, которые приготовлены буквально свежие, тут очень классный состав, всего лишь мясо, соль, перец, то есть просто специи. Очень вкусно пахнет, всегда удачно получается. Я вам очень советую, если у вас где-то рядышком есть Мидхаус, обязательно заезжайте, там просто обалденный выбор всего. А если фирменных магазинов Мидхауса у вас нет, то есть вот такие полуфабрикаты. Смотрите, какие красивые, как круто оформлены, мне так нравится. Ну, очень аппетитно все это выглядит. Тут у меня два вида котлет, одни острые, одни не острые. Женька попросил острые котлеты, потому что обычно мы покупаем классические, а мы с детьми будем не острые. В общем, такие вот котлетки есть в обычных магазинах. Вот, будем начинать с булок. Ты поддерживаешь меня? Поддержу тебя. Говори прямо, поддержу или поддерживаю? Я предлагаю запускать рецепт шефа Вивьена и готовить булочки. Сегодня с вами шеф Вивьен, настоящий гасконец. Рецепт победителей конкурса, который ничего страшного как продукт, и обычная мука, молоко, яйцо, дрожжи, масло и соль и сахар. То есть ничего страшного, просто... Я так внимательно пытаюсь слушать и так вот плохо понимаю. Вот я услышала только, что там сахар, соль, яйца, вот молоко. Вот видишь, у них есть отдельные конкурсы, где готовят бургеры. И его булка победила на каких-то конкурсах в 17 и 19 году. Ты представляешь, какую булку мы будем готовить? А твои сегодня? булки где побеждали? На каких конкурсах? Ох, Женька, чувствую, кто-то сегодня будет голодный. Булочками своими не угостишь? Соль и сахар. Наше яйцо, которое разбиваем вот так. Масло сливочное растопление. Потом молоко. Обычная мука. Положу чуть-чуть теплое молоко в дрожжи. И туда. Конечно, можно сделать с руками. Когда ты мне подаришь уже кухонный комбайн вот такой вот? Ну что для тебя $1000, Женька? Марина, мы дегустируем вино по 3 рубля. Откуда у меня $1000? Короче, давайте готовить тесто, потому что целых 20 минут надо все это месить вот такими моими ручками несчастными. Погнали. Для того, чтобы сделать тесто, нам нужно растопленное сливочное масло, поэтому сейчас я его быстренько растоплю. Примерно 50 грамм нам нужно. Так, готовим дальше. Что нам нужно? Нам нужна 1 чайная ложка соли и 2 столовые ложки сахара.
2 столовые ложки это сколько чайных ложек? Я думаю, что это примерно 5. А у тебя столовой ложки 4? не было? Нет. Ну, я поленилась. Так. Блин, Марина, кем надо быть, чтобы полениться, поменять ложку с чайной на столовую вообще? Ты кто просто? Надо быть мной. Добавляем 1 яйцо. У меня дрожжи сухие, их нужно меньше. На это количество булок, а их 8 штук должно быть по этому рецепту, нужно взять 7 грамм сухих дрожжей. Если таких обычных нужно 21 грамм примерно, то сухих нужно 7. И смешивать сухие дрожжи нужно не с молоком, для того, чтобы эти дрожжи в молоке растворились, а просто с мукой. Поэтому мы берем молоко, 280 миллилитров молока, это вот примерно вот такая чашка. Сюда заливаем и добавляем 500 грамм муки. И прямо в эту муку добавляем сухие дрожжи. Тут всего 7 грамм. А я пользуюсь весами. Ну, не почитайте, для дураков же написано. Масса нет и 7 грамм. Ну ты же не дурак, поэтому не читаешь. Сейчас начинается самое интересное. Все это нужно хорошенечко перемешать для того, чтобы тесто развило клейковину как следует. Для того, чтобы тесто получилось мягкое, воздушное, чтобы булочки были отличные, вкусные. Я все это знаю, потому что я занималась раньше хлебом. Ну, как занималась? Я выпекала хлеб на закваске. Ты не смотри на меня, это я сейчас устаю. Раньше у меня бизнес был, я хлебом занималась, да? Да. Может, ты вообще будешь мешать это все, месить? Я и так мешаю здесь, Марина. Это да. Продолжай. Знаешь, Женька, кто вообще первым придумал бургер? Армянин какой-то? Ну, я думаю, что вкусный бургер 100% придумал армянин. А вообще бургер в том виде, в котором мы его знаем, придумали в Америке. Примерно 150 лет назад. Когда вот соединили булочку с котлетой, добавили туда какой-то соус, добавили салат, помидорку. Но идея соединить булку и котлету, она вообще древняя. Много веков назад это все делали. Поэтому не надо американцам говорить, что все это было придумано только ими. Они не говорят. А ты говоришь. Все, маслица. Фух, честно говоря, я прям устала. Этот резаем наши кусочки. И теперь сделаем булочки. Наше тесто нужно разделить на 8 одинаковых частей, сформовать небольшие булочки. Не добавляйте много муки, не надо, потому что тесто уже достаточно эластично, оно будет послушным. Формуем булочки. Буквально чуть-чуть муки. Сделаем такую колбаску. Делим тесто. У меня получилось 8 булочек, может быть, они не совсем одинаковые, ну какие-то меньше, какие-то больше, ну да ладно. 8 булочки готов. И теперь нужно его оставить в теплое место, влажное полотенце, не мокрый, влажный. И оставим вот это, и вот это будет растет. Сейчас мы укладываем наши булочки на противень, накрываем влажным полотенцем и оставляем примерно на час для того, чтобы они расстоялись, немножечко поднялись, а потом будем выпекать. А пергамент будет? Я про него забыла. Ну, тут у меня немножечко припылено мукой, поэтому... Припыльно это ты, Марина, вот забыть пергамент, самое главное. Почему самое главное? Самое главное – это котлеты. Они у меня есть. Даже если все не получится, я съем вкусную котлету. Укутали наши булочки. Странно. Как бы странно это ни звучало. Ждем час. 1 hour later. Прошло чуть больше часа. Давайте посмотрим, что там у нас внутри. Ты даже уже немножечко спустилась. Мне кажется, очень симпатично. Есть люди, которые будут использовать только желток с вода. Туда обычнее или ничего, или кунжут. У меня нет кунжут. Тут сегодня будет чуть-чуть лен, золотой лен. Можно ничего. Проще говоря, смазываем наши булочки яйцом, посыпаем семечками, можно семечками льна, лучше семечками кунжута. Семечки кунжута у меня есть. И выпекаем в духовке 15 минут при температуре 170-175 градусов. Ждем 15 минут. А пока наши булочки готовятся, мы приступаем к второму рецепту, собственно, к рецепту бургера. Будем смотреть, что нам нужно сделать, и заодно готовить ингредиенты. Самая примечательная часть бургера – это булочка. И покупать булочку в хлебобулочных изделиях в каком-нибудь магазине совершенно не стоит. Это отвратительная мерзость, и вы свой бургер просто испортите. Сразу хочется скорее готовить и есть эти бургеры. Но вот он говорит о том, что он готовит булочки сам. Я уверена, что они у него тоже вкусные, но мы уже готовим по шефу Вивьену, поэтому пока они там готовятся, смотрим, что он делает дальше.
Естественно, не секрет, что основным ингредиентом для бургеров это будут котлеты, которые мы будем делать из мяса. Слава богу, готовить мы котлеты не будем. Я напоминаю, что у нас есть прекрасные котлеты от Мидхауса. Они очень классные, вкусные, отличное там мясо. Поэтому зачем заморачиваться, если можно купить готовые хорошие котлеты? А зачем ты с булочками заморачивалась? Ну, потому что я не знаю, где купить готовые вкусные булочки. Ну, вот искренне, я не знаю. А котлеты хорошие купили. Все, субтитры пошли, выключай все. Все это я купила, все у нас есть. Точно, Марина, или как обычно, у тебя там что-то нету, там забудешь сахар, забудешь молоко? Ну, вроде все есть. Ну, если что-то не купила, значит, бургер будет без того, что я не купила. Логично. Логично. Пока наши булочки еще готовятся, подготовить все ингредиенты. Нужно нарезать помидорчики, лучок, нарезать салатик и параллельно будем обжаривать наши котлетки. Как и рекомендовал наш шеф-блогер, что лучше брать хрустящие салаты, например, айсберг. Если вот обычные такие листовые, мягкие, то они просто превратятся. Я не буду говорить, во что он там сказал, поэтому берем айсберг. В целом, все, что нужно порезать, я порезала. Надо только соус соединить. Нужно взять 1 столовую ложку горчицы, 2 столовые ложки майонеза и соединить. И получится такой соус. Марин, ты просто кудесница. Если вдруг вам нужны булочки, обращайтесь. Видите, как здорово получилось? Подтверждаю, у Марины булочки самые лучшие. Наверное, это будет очень вкусно. Я прям предвкушаю. Пусть немножечко остынут. Обратно в духовку хотел поставить их. Пусть немножко остынут и в духовку поставим. Будем жарить наши котлетки. Я предлагаю пожарить 3 котлеты и сделать 3 варианта. Одну из таких котлет, которую купила на развес, одну классическую и одну острую. И попробуем разные варианты. Вообще, это очень круто, что наши производители стали предлагать такие котлеты. Еще несколько лет назад, когда мы с Женькой хотели сделать бургеры, вот ходишь, ищешь эти котлеты, их нет. Там в заморозке что-то валяется, непонятно откуда привезенное и непонятно из чего. А сейчас вот захотела вот прямо в моменте. Поехал вот в Мидхаус, взял свеженькую котлетку и домой вернулся и приготовил. 3 минутки обжариваем на одной стороне на достаточно большом огне. Чтобы булочка получилась хрустящей, ее тоже лучше обжарить. Поэтому делим ее пополам, добавляем на сковородку немножечко сливочного масла и просто немножечко ее подрумяниваем. Сырок нужно класть прямо на котлету. Вот прямо на сковородке, пока она находится, для того, чтобы сыр хорошо расплавился, укладываем сверху. Я предлагаю, пока наши булочки дальше обжариваются, для следующей партии мы будем собирать первый бургер. Для этого берем низ булки, берем наш соус и хорошенечко промазываем. На соус кладем немножечко лука и маринованный огурчик. Сверху укладываем котлету. На котлету помидорчик, сверху салатик, верхушку булки мы смазываем кетчупом и соединяем наш бургер. Один бургер готов, сейчас быстренько сделаю 2 остальных и будем дегустировать. Вообще, это так приятно приготовить дома классный вот такой вкусный, замечательный бургер. Ну, не сравнится ни с какими-то службами доставок, но это точно. Все сделано своими руками практически. Очень красиво, мне очень хочется попробовать. Давай сначала Надька попробует. Ну ладно, давай. Она же любит у нас бургеры. Иди сюда. А какой мой любимый? Мне что-то не видно мой любимый. Я хочу вон плат. Вот этот? А я с луком не люблю. Ну Я вот. лучше вот этот. Он тоже с луком. А я люблю без лука. Короче, я люблю лук, я люблю кетчуп, я люблю все, что здесь находится, поэтому буду с удовольствием пробовать. Ну вот вкуснее я не ела. Вот ты иногда, когда покупаешь бургер, ты выбрасываешь лишнюю булку, да, чтобы Да. котлета была побольше. А вот здесь такая огромная котлета, она такая сочная, все вот идеально. Как в классных бургерах. Очень вкусно. Что могу сказать? Это действительно очень крутой рецепт. У нас получились классные булки, очень вкусные котлеты. Я вам рассказала, где их можно купить. Готовьте, импровизируйте. Если вы не любите лук, вы можете его убрать. Если вы что-то любите другое, можете добавить. Но в целом это очень круто. Напишите вообще, любите ли вы бургеры, готовите ли вы их дома сами. Если у вас есть какой-то клевый рецепт, обязательно пишите, мы его закрепим. Я надеюсь, вам было полезно, интересно, весело. Это была я, это были вы. Всем хороших выходных. Пока! Я не смогу кусать. Все, у меня не получилось. Ничего, Надька, вырастешь, будешь как мама, все у тебя получится. Главное в себя верить.